Ну, наверное, я прошла обычный такой девичий путь от принцессы в 6 лет, там, балериной в 12, потом отчаяние от того, что, к сожалению, балеринами никогда не стать. Вот. И где-то, наверное, 15 это желание быть дизайнером одежды. По-моему, это тоже все девочки проходили. Ну и где-то сразу после этого уже какую-то собственную профессиональную идентичность я, наверное, угадала. Мне понравилась, безусловно, всем тогда очень хорошо известная книжка, вернее, целый набор книжек Тура Хейердала, путешествия, этнография. Все это меня безумно увлекло, и дальше, в общем, путь выстроился, я думаю, соответственно всем этим мечтам. Я думаю, что, в принципе, вообще это очень важно, чтобы юношеские мечты сбывались. Я поступила в 80-м году, я помню, что я сдавала экзамены как раз во время Олимпиады, на исторический факультет Санкт-Петербургского, ну тогда это был Ленинградский государственный университет имени Жданова, на кафедру этнографии. Предел мечтаний тогдашнего этнографа была Кунсткамера. И мне повезло, меня взяли в аспирантуру. Правда, занималась в университете я Сибирью, а аспирантура, место в аспирантуре было только в отделе русской и славянской этнографии, тогда это назывался отдел. И поначалу как-то меня это смутило, но в конечном счете, я думаю, это была одна из самых больших удач в моей жизни, потому что я попала в отдел к Кириллу Васильевичу Чистову, члену-корреспонденту РАН, ну, виднейшему совершенно ученому. И дальше мои учителя были тоже не менее известные, замечательные ученые и личности: Татьяна Владимировна Станюкович, Татьяна Александровна Берштам. К сожалению, все они уже ушли из жизни, но, конечно, их влияние на мою жизнь, на мое человеческое какое-то становление и профессиональное невозможно недооценить. Но еще во время студенчества, и вот это было крайне важно, каждое лето у нас была летняя практика полевая. Так вот, этот путь, в общем, такой исследовательский, он пройдя через этот полевой контекст, он, конечно, я думаю, сыграл очень важную роль в моем каком-то внутреннем развитии. И, в общем, заложил, я думаю, основы понимания вот системы социальных коммуникаций, которые потом очень органично легли на возникшие через какое-то время информационные технологии. Все это сыграло вот какую-то такую кумулятивную роль для понимания каких-то мировоззренческих, может быть, вещей, связанных с информационным обществом в целом. Первый компьютер в музее появился осенью 1991 года. Его поставили в одном из кабинетов нашего отдела, он был единственный. И, собственно говоря, кроме меня и еще одного сотрудника, интереса к нему никто особенно не проявил. А почему его проявила я, объясняется очень просто. Я в тот момент как раз завершала диссертацию и была труженицей клея и ножниц. Я поняла, что если я дальше буду так продолжать, я просто никогда не закончу. К счастью, мне повезло. Один из моих приятелей уже владел к тому времени программой «Лексикон», на которой можно было относительно комфортно писать различные тексты. И несмотря на то, что достаточно болезненно произошло вот такое столкновение первое с компьютером, потому что, конечно, освоить все это было не очень легко, но был колоссальный интерес, была очень мощная мотивация. И преимущество, конечно, того, что я получила, перекрыли все проблемы, которые стояли. Скорость, с которой в результате я смогла работать, она меня совершенно поразила. И одновременно поразило отношение коллег, которые каким-то таким, огромной настороженностью воспринимали эти мои увлечения. И, в общем, наверное, еще несколько лет я стала, по-моему, единственным пользователем компьютера. Как в любом российском музее, а может быть даже не только российском, многое же зависит от позиции администрации. И та администрация, которая у нас была до 2002 года, крайне консервативна
относилась к этим явлениям. Первым, что мы сделали, причем, так сказать, вот с молодым рвением и преодолевая определенные административные барьеры, было создание сайта. Мы открыли его в Крещении 19 января 1997 года. Создание этого сайта, в общем, было, наверное, тем первым ядром, которое позволило потом расширить всю эту деятельность. Наконец, в 2006 году был создан отдел информационных технологий, по-моему, с 1 ноября 2006 года. Но что более важно, может быть, или не менее важно, была правильно выбрана стратегия информационного развития музея, на мой взгляд, потому что наряду с нашим отделом был создан и отдел технического обслуживания, то есть мы сразу развели две плоскости: техническую и непосредственно информационную. На настоящий момент в нашем отделе работает 4 человека, один из них работает удаленно, поддерживая сайт. У нас работает очень важный человек в масштабах поддержки нашей информационной системы. Это главный администратор базы данных, который, на мой взгляд, ключевая личность в любой такой системе. И у нас есть сотрудник, который занимается подготовкой, обработкой данных, осмыслением их. То есть человек, который выполняет важнейшую роль именно наполнения базы теми или иными материалами. Вся экспозиция абсолютно у нас введена в базу. Естественно, все то, что часто едет на выставке. Ну и еще важной частью нашей работы была программа работы с иллюстративной нашей коллекцией. А так как в Кунсткамере уже 300 лет, безусловно, накоплен колоссальный архив, по сути, начинающийся со времени развития фотографии в России, да и не только в России. То есть это с середины 19 века у нас есть некоторые изображения. Собирались они по всему миру, плеяды выдающихся российских, опять же, не только российских путешественников. История ряда этих коллекций чрезвычайно интересна. И то, что нам удалось это все оцифровать с помощью фонда Форда и выставить 41 тысячу, вот, а сейчас на самом деле уже 45 тысяч содержится в онлайн-каталоге на нашем сайте. В общем, это мы считаем своим достаточно серьезным достижением. И третья часть, может быть, менее видная обычному посетителю, это работа с описями, которые тоже нами были все оцифрованы, коллекционно вводились в базу данных. И сейчас любой сотрудник музея имеет такую счастливую возможность в любой момент воспользоваться цифровой копией описи. Кроме того, мы сделали несколько интересных субпроектов в рамках нашего раздела сайта W-проекты. Это каталог открытки этнографические, очень интересные. То есть мы расширяем и постоянно совершенствуем нашу коллекцию. Мы начали уже вместе с проектом Министерства образования «Сокровища России» делать круговые панорамы наших залов. И у нас есть надежда, что мы сможем продолжить и завершить эту виртуальную экскурсию, сделать ее целостной. Кроме того, мы создали уже несколько тематических каталогов на сайте, и сейчас продолжаем эту работу. И очень надеемся к юбилею сделать каталог шедевров, 300 шедевров Кунсткамеры. Я думаю, что в принципе технологии сложно рассматривать исключительно с позиции музея. Я думаю, что та абсолютная революция, которая произошла в нашем сознании с появлением информационных технологий, и значение которых, на мой взгляд, недооценено ни на каком уровне и никем,
Эта революция на самом деле сыграет, я думаю, в ближайшее время особую роль, в принципе, в том, как мы все думаем, что, ну, собственно говоря, уже играет, как мы думаем, как мы накапливаем информацию, как мы ее распределяем. Пожалуй, вот основной разрыв, основное противоречие, основной катарсис для меня в этом процессе находится вот на каком отрезке. Когда мы начинали, мы были людьми Гутенберга, гутенберговской эпохи, которые получили удобный инструмент для систематизации собственных знаний. Нынешнее поколение, которое начинает пользоваться информацией, не имеет наших когнитивных слоев. Они совершенно иначе развиваются. У них абсолютно другое когнитивное формирование. И, к сожалению, то, что происходит с ними, представляет из себя не попытка впитать в себя информацию, а попытка защититься от слишком большого количества информации. Что касается музея, то мне кажется, что наша задача, вот сейчас, как мне уже это кажется, это не уходить, не трансформироваться исключительно в такую вот визуально-графическую среду, приспособленную исключительно для целей невзыскательного пользователя, который просто придет и вот что-то такое увидит и унесет на каком-то таком, ну, самом примитивном уровне. Я бы все-таки хотела, чтобы наши информационные музейные системы попытались выполнить свою главную задачу. Вот я ее вижу такой. Попытаться максимально инкорпорировать, максимально в себя вместить ту огромную массу знаний, которая накоплена музейными институциями за, ну, в общем, столетия их существования. Потому что ни для кого не секрет, что основное музейное знание находится в голове музейного работника. И вот наша задача сделать так, чтобы это знание каким-то образом передалось, транслировалось, трансформировалось в некую систему информационных блоков, которые будут сохранены и будут передаваться далее. Я бы посоветовала молодежи, которая работает, ну, в музее в целом и в информационных технологиях музея, безусловно, найти какую-то собственную тему, найти какой-то собственный научный интерес и вести эту тему для того, чтобы постоянно улавливать баланс между течением собственной мысли и какого-то научного когнитивного пути и тем инструментарием, который, по сути, из себя представляют информационные технологии. В наших руках это всего лишь эффективный инструмент, который надо правильно использовать, безусловно, профессионально, безусловно, при учете и помощи технических специалистов, но информация должна служить, технология должна служить информации, а не наоборот. Вот, как я сказала.